За 2,5 года существования канала я успел прошерстить игру Человек-паук 3, провел небольшое расследование отмененной игры Spider-Man Classic, разобрал отмененного четвертого паучка и даже успел ознакомиться с вырезанным контентом из прочих паучьих игр, разработанных Treyarch. Но что насчет игр про дружелюбного соседа от Binox? Все, что есть у меня на канале, это обзор First Playable версии Shattered Dimensions. Значит ли это, что паучьим играм от Binox нечем похвастаться? В этом вопросе мы и постараемся сегодня разобраться. Всем привет, с вами снова Спайди Санта, и вы смотрите новую рубрику Spider-Man Binox Games, не вошедшая. Поскольку по каждой из игр от Binox копится мало вырезанного материала, я решил объединить их в одну серию обзоров и выдавать контент частями, когда его будет накапливаться достаточное количество. В сегодняшнем видео я затрону Shattered Dimensions, Amazing Spider-Man и Amazing Spider-Man 2. И, конечно же, огромную благодарность я хотел бы выразить гению Карпату. Этот герой вновь откопал множество раритетных концептов, которые вошли в данный разбор. По традиции, я начну с краткой исторической справки. Shattered Dimensions получилась, по сути, из двух идей. Первая идея зародилась еще в 2004 году. Treyarch планировали выпускать короткие игры по комиксам. Ultimate Spider-Man по Ultimate вселенной, Classic по Amazing вселенной, и, вероятно, эта тенденция могла иметь продолжение. Но планы не увенчались успехом из-за сильной загруженности студии и небольших оценок Ultimate Spider-Man. Проект под названием Classic заморозили и вспомнили о нем лишь после выхода Паутины теней. И в тот момент, в 2008 году, зародилась вторая идея — сделать антологию лучших босс-файтов из комиксов про Паутиноголового с двумя игровыми персонажами — Паучком и Росомахой, которые должны были сражаться в частности с Шокером, Электро, Карнажем и Мистерио. Но в 2009 году Activision посадили Treyarch за разработку Call of Duty, а на разработку новой части игры про Паучка объявили тендер, который выиграла студия Binox. Ей и перешли все наработки Treyarch и Shaba Games. Скрестив две описанные идеи, студия создала первый в игровой индустрии Spider-Verse. Но подробнее про Spider-Man Classic и трагичную историю Shaba Games вы можете узнать из данных видеообзоров. Ну а сейчас переходим непосредственно к вырезанному и раннему контенту. Начнем с концептов одного из художников, Алана Мэтта. Портфолио начинается с описания его участия в проекте. Алан преимущественно занимался дизайном реклам, вывесок и билбордов с известными в паучьей вселенной франшизами, такие как Oscorp, Щит и прочее. И сейчас вы видите примеры работ. Две рекламы слева из Amazing вселенной и две справа из вселенной Нуар. Да, берцы от Щита — это то, что нам всем так необходимо в наши зимы. Далее в портфолио Алан делится концептами еще одной рекламной вывески, посвященной газете Daily Bugle. Художник отмечает, что ему пришлось убивать 3 зайцев одним выстрелом, рисуя концепт таким образом, чтобы вывеска удачно смотрелась в вертикальных, горизонтальных и квадратных вариантах. Также при создании данной рекламы Алан вдохновлялся работами американского художника-иллюстратора Нормана Роквелла, которые были особо популярны на Западе в 30-40-х годах 20 века. Помимо реклам, Алан Мэтт также занимался дизайном текстур для различных материалов в игре. Вот, например, подробный концепт с текстурами с уровня с Дэдпулом, датированный 13 августа 2009 года. Также Алан приложил руку к внутриигровому интерфейсу, в частности к HUD, экрану выбора уровней и анимации лайфбара. Вот, например, вариации HUD для Amazing и нуарной вселенной. В целом, они отличаются лишь визуальным оформлением, но по функционалу присутствует полоса ульты и все те же 3 сегмента, которые мы уже наблюдали с вами в First Playable билде. Кстати, последний вариант HUD с концепта близок к тому, что мы с вами видели у нуарного паучка все в том же билде. Также тут есть ранние варианты меню выбора персонажа. Сравнивая с релизной версией, мы можем обнаружить, что на концептах используются другие задники, концепт Джаггернаута из комиксов, а также немного отличается цветовая палитра интерфейса, но в целом механика меню осталась той же. Если вам показалось, что некоторые концепты были показаны слишком быстро, вы всегда можете перейти в мой телеграм-канал и более детально рассмотреть материалы из видеоразборов. Также в телеграм-канале я делюсь обновлениями, новостями из-за кулис, а подписчики обсуждают новые релизы из мира игр и кино. Присоединяйся к нам, ссылочка в описании. А теперь переходим к более интересным вещам. Наверняка многие из вас задавались вопросом, почему в нуарной вселенной нет геймплея в атмосферном, гангстерском Нью-Йорке. И продолжая анализировать концепты Алана Мэтта, мы можем подметить, что изначально он планировался, а именно скоростная погоня за мафиозниками по нуарным улицам. Примечательно еще то, что на концепте паук использует комиксный крюк вместо паутины, и возможно на ранних этапах он всерьез рассматривался как альтернатива паутине. Также
Также вы могли заметить, что на данных двух концептах использован другой нуарный костюм, а именно оригинальный концепт нуарного костюма от Марка Джорджевича. Вероятно, его первоначально планировали использовать в качестве дефолтного, но позже заменили на комиксный нуарный костюм. Похожая ситуация и с другой вселенной. Концепт Хьюго Пуццуоли демонстрирует, что на ранних этапах и Ultimate Паучка планировали показать в красно-синем одеянии. В конечном итоге и его версию заменили на симбиота, чтобы лучше чувствовался контраст пауков из разных вселенных. По той же логике, видимо, когда-то Flipside, выполненный в схожих красно-синих тонах, планировался быть дефолтным у Паучка 2099 года. Но если честно, дефолтные костюмы из релиза мне нравятся гораздо больше, ведь в ином случае разница при смене пауков попросту не ощущалась бы. Кстати говоря, что оригинальный нуарный костюм, что красно-синего Ultimate Паучка в итоге завезли в игру в качестве открываемых бонусов, и мы все еще можем их примерить. На данном концепте еще использованы хоть и блеклые, но цвета, выбивающиеся из черно-белой палитры. Данная цветовая схема студии понравилась не так сильно, как на следующем концепте. По словам Алана, он эксперимента ради выполнил данные наброски в монохромном стиле, и именно данный черно-белый стиль поразил боссов студии, и он был выбран в качестве основного для представления нуарной вселенной. Кстати говоря, данный концепт демонстрирует вырезанного босса Томбстоуна. Известно лишь то, что события проходили в 30-х годах, и Паук заставал босса за ограблением банка, а затем вступал с ним в сражение, уклоняясь от огромных колонн, выбрасываемых громилой. Битва должна была проходить частично на улице в окружении патрульных машин. И также на концепте наконец засветился тот самый дирижабль со всеми известного концепта. Я предположу, что первоначально Томбстоун планировался в качестве альтернативы Хаммерхеду, поскольку они оба связаны с миром мафии, и появление в игре обоих мало бы чем отличалось друг от друга. А погоню и ограбление банка в городе заменили на закрытые локации, поскольку левел-дизайнерам гораздо проще воплотить в реальность второй вариант, нежели придумывать, как ограничить псевдооткрытый город, но чтобы он при этом казался все-таки городом, и при этом все еще оставался псевдооткрытым. И наверняка у вас в голове повис вопрос, а есть ли наброски, как мог выглядеть Томбстоун? Одна зацепочка все же имеется. Портфолио Бена Гиллана демонстрирует демо-анимации некоторых боссов. Среди них есть Электро, Гоблин, Дэдпул и минутку. Это же прототип миньона-тяжеловеса из нуарной вселенной, но как и почему он затесался среди боссов? Вспоминая историю из Человека-паука 3, когда боссов превратили в тяжелых миньонов, у меня закрадывается мнение, что модель Томбстоуна с измененным дизайном точно так же могли превратить в тяжелого миньона. Но, к сожалению, это лишь догадки. Тем временем концепты у Алана затрагивают не только нуарную вселенную. Есть также и концепты как самого Электро, так и финального босс-файта с ним. Изначально Электро хотели одеть, но тогда мы бы потеряли легендарную шуточку от Ultimate Паучка. А что касаемо босс-файта, Электро не сразу решили увеличить. Весь масштаб битвы планировали передать через высоченную плотину, возвышающуюся над главным героем, который в свою очередь находился гораздо ниже нее. И по словам Алана, идея с дождем и грозой во время битвы принадлежит именно ему. Последний концепт Алана относится к Amazing вселенной. По словам художника, он вдохновлялся оригинальными комиксами и пытался передать их дух через выцветшие оттенки. Казалось бы, похоже мы видели в самой игре, но описание сцены скрывает в себе несколько интересных деталей. Алан описывает, что в карьере происходит битва между Человеком-пауком и Грязевым Человеком. В комиксах Madman это существо с минимальным разумом и блеклыми воспоминаниями, которое является результатом слияния Гидромена и Песочного Человека. Это отдельное самостоятельное существо, которое планировалось побеждать путем закидывания его мусором. Пока босс отвлекался на мусор, мы должны были наносить урон его голове, пытаясь не попасть в капающую грязь. Мне не ясно, планировалась ли сюжетная линия с Гидроменом и Песочным, или Флинт смешивался с водой в карьере, или же он создавал этого монстра собственноручно. Но то, что в данном концепте используется
Madman — это очень любопытно. Его однозначно можно считать вырезанным персонажем. И, пользуясь случаем, не могу не познакомить вас с прекрасной командой модеров, собранной нашим соотечественником и моим подписчиком Сергеем Жариковым. На сервере в Дискорде ребята занимаются изучением и моддингом игр про паутиноголового, разработанных Binox. Команда поставила цель не только изучить файловую структуру, найти вырезанный контент, но и написать софт для импорта кастомных моделей, аналог Spider-Man PC Tool для игр про паучка от Insomniac. Еще одна цель — создать полностью функционирующее дебаг-меню для Shattered Dimensions и Age of Time. На данный момент Сергею уже удалось активировать прототип этого меню, который мы с вами уже видели в первом игровом билде разрушенных измерений. То же самое меню получилось запустить и в Age of Time, но пока что в этом меню работает лишь функция перезапуска контрольной точки. Но могу вас заверить, что все еще впереди. Из прочих достижений ребят касательно данной игры хочу выделить создание модов по замене текстур без использования сторонних программ, таких как TextMod. Например, Сергей заменил модели и текстуры паучков в релизе на паучков из First Playable версии, а также поместил модели космических пауков на статуэтке, которую в ПК-версии почему-то забыли добавить в галерею бонусов. Если среди подписчиков есть такие же горящие энтузиасты, которые хотят сделать моддинг по паучьим играм от Binox снова великим, добро пожаловать в команду. Ссылочку я оставил в описании. Но к находкам данного комьюнити мы еще вернемся позже. А сейчас предлагаю перейти к следующей игре в нашем списке — Amazing Spider-Man. Данная игра была выпущена в 2012 году, аккурат к выходу одноименного фильма. Действия проекта разворачиваются после событий фильма, что было, на мой взгляд, выигрышным решением, поскольку так Binox в меньшей мере зависели от Sony, и им не приходилось править события игры столько же раз, сколько их правили на съемочной площадке. Тем не менее, немного любопытной информации из концептов мы все еще можем подчерпнуть. Первая вещь, о которой я хотел бы поговорить, это возможный кооперативный режим. Пользователь до Delectable нашел в экзешнике строки от Demonware. Это эксклюзивное ПО, выпущенное Activision, которое используется в играх студии для мультиплеера в частности. И знаете почему идея мультиплеера в первом Amazing мне не кажется такой бредовой? А вспомните DLC, которые выходили для данной игры. В одном мы собирали комиксы за Стэна Ли, в другом крушили транспорт, играя за Райна, в третьем пугали прохожих ящером, и в четвертом играли в подобие змейки и галаги. Либо эти строки остались от предыдущих игр, сделанных на том же движке, либо в данной игре Demonware нужен для сбора статистики от других игроков при прохождении DLC, либо же когда-то в данной игре действительно планировался мультиплеер. Но что он из себя представлял? По городу на перегонки бегали несколько носорогов, с другими ящерами мы соревновались в рэмпейдж режиме, или может быть PvP между паучком и Стэном Ли? К сожалению, на данном этапе мы можем лишь предполагать, но зацепка крайне интересная. Теперь предлагаю рассмотреть концепты художника Нивана Чентары. Сейчас вы наблюдаете концепты лаборатории Ascorp, варианты до происшествия и после. Также есть концепт укрытия мутантов, концепт тюрьмы, откуда мы вызволяем Коннорса, концепт внутренности робота S03, а также концепт битвы с S01 и финальной битвы с S03. На данном концепте также показан городской хаос, который перешел в финальную версию игры. Но судя по другим концептам, был и другой вариант развития событий, который вы видите прямо сейчас. По всей видимости, в одном из сценариев Манхэттен мог превратиться в огромный террариум, который кишел рептилиями. И на самом деле хочется верить, что у Amazing Spider-Man была отрицательная концовка, если бы мы, например, проигрывали Коннорсу подобно тому, как в Паутине Теней мы становились повелителем симбиотов. Иначе у меня не получается вписать это развитие событий в тот сценарий, который мы имеем на релизе. Продолжая тему роботов, в портфолио Нивана есть подробные концепты робота S02. Кстати, рабочие названия роботов-боссов звучали как Destroyer Mark 1, 2 и, соответственно, 3. А данный концепт демонстрирует варианты облика S02. Помимо змеи, художник также вдохновлялся и многоножкой и рассматривал возможность поместить дополнительное оружие на корпус. Есть также различные концепты облика медицинских роботов, рабочее название которых Sentinel. А вот дальше
уже интереснее. На ранних этапах рассматривалась возможность введения в игру неких экзоскелетонов. Поскольку у концепта присутствует пометка «неиспользованная», то это вряд ли относится к смайту, и возможно данные костюмы должны были использоваться работниками Аскорб для взаимодействия с больными, гибридами и исследования завалов. Я могу предположить, что их вырезали, чтобы не спойлерить финального босса, поскольку данный вариант экзоскелета ну уж очень схож с одеянием смайта. Несколько вариаций облика имели и роботы-охотники на паука. Также с пометкой «неиспользованные» можно найти и концепты различных рядовых гибридов. А что если мы все-таки имели возможность путешествовать по городу в последней главе, когда кругом царила разруха? Помните тех зараженных во втором акте, которых мы доставляли в госпиталь? А что если к третьему акту они могли мутировать и по городу разгуливали толпы мутантов, подобно тому, как это было в Паутине теней? Либо же на данном этапе мы встречали ящериц с одного из ранее показанных концептов. Либо же данных гибридов могли показать в альтернативной концовке. И, кстати, в копилку теории о вырезанной альтернативной концовке идет пропуск в нумерации файлов. Файлы с индексом 22 относятся к финальному уровню в канализации, а затем сразу индекс 24. Файлы Game Finished и Манхэттен с возможностью свободной игры. Так что же было под номером 23? Может быть, та самая альтернативная концовка? Но сейчас мы можем только гадать, а оправданные заявления мы сможем сделать лишь тогда, когда получим возможность подробнее изучить содержимое внутриигровых файлов. Мы помним, что игры по лицензии обладают наибольшим количеством проблем, поскольку из-за сжатых сроков и давления студии заказчика приходится много чего править и вырезать. И если с этой игрой все более-менее адекватно, и на данный момент, изучая концепты, я вижу минимальное количество потерь, то вот с Amazing Spider-Man 2 дела обстоят куда хуже. Сама по себе игра имеет сильно устаревшую графику, скомканный и резанный сюжет и не привносит грандиозных геймплейных фишек по сравнению со своим предшественником. Хотя, вспоминая, что происходило с сюжетом одноименной киноленты, сколько всего там нарезали и скомкали, вопросов у меня не возникает. Последняя на данный момент AAA паучья игра по лицензии вышла в 2014 году и пыталась повторить сюжет одноименного фильма, вклинивая свои сюжетные арки. Погодите, или наоборот, пыталась вклинивать сюжет фильма в собственный сюжет? Ну да, знаем мы такое, проходили уже. И везде итог один: проблемы с сюжетом и множество вырезанного контента. Но для кого-то это проблема, а для Спайди Санты золотая жила. Начнем с интересных зацепок в концептах все того же Невана Чантары. В портфолио художника есть отдельный блок, полностью посвященный второму Эмейзингу, о чем гласит описание всех концептов. Но не торопитесь, тут не все так однозначно. Во-первых, тут есть концепты Игуаны и Вермина. Да, надпись в углу относит их к первой части Эмейзинга, но экипировка, которая на них надета, принадлежит гвардии, которая устраивала в городе охоту на паучка во второй части. Получается, Фиск и Осборн нанимали гибридов из первой части для охоты на паутиноголового. И это еще не все. Во-вторых, здесь имеются концепты Крейвена, как с жилеткой, так и без нее, а также ранние концепты убежища охотника за головами. Нам же больше интересен второй концепт. На данной доске мы видим Amazing костюм из первой части и неизвестное существо. И это явно не ящер, да и на других гибридов это слабо похоже. Но если мы прогоним концепт через нейросети и увеличим его, то увидим, что внешне он до боли напоминает стервятника. Обратите внимание на форму черепа, носа, а также скулы и глаза. В то же время его устрашающий вид, непропорциональность лица, а также наличие на доске паука именно из первой части позволяет предположить, что на начальной стадии в первом Эмейзинге планировалось сражение с Эдрианом Тумзом. И самое интересное — это то, что все концепты с Крейвеном и гибридами имеют приписку Amazing Spider-Man. С Игуаной и Паразитом все ясно. Они сами по себе появлялись в первой части, из-за чего и могла возникнуть путаница. Но Крейвен, из-за чего его ошибочно отнесли к первой части. Да, линия Крейвена напрямую связывает две части игры, но что если изначально сюжетную линию с Крейвеном планировали показать нам еще в первом Эмейзинге? Ведь согласитесь, Кравинов в
первой части смотрится гораздо органичнее, чем во второй. Но опять же, остается ждать появления раритетных концептов или новых подробностей из анализа игровых файлов, чтобы мы могли опровергнуть или подтвердить данную теорию. Последние найденные концепты в данном портфолио демонстрируют прихвостней зеленого гоблина. Судя по одеянию, это, вероятно, сбежавшие психи из Рейвенкрофт. Бинты, халаты, пластыри, безумный вид, и все это в сочетании с технологиями Аскорб, с апгрейдами из прибинтованных ножей. И на самом деле выглядит достаточно жутковато. Ведь вы только представьте, с какой жестокостью и каким безумием они могли бросаться на паучка. И данные концепты наводят на несколько мыслей. Во-первых, в какой момент они появлялись в игре? До нашего посещения Рейвенкрофт или после? Возможно ли, что изначально Рейвенкрофт была не финальной локацией? Ведь там мы сражаемся с финальным боссом Карнажем, после чего стартуют титры. Но ведь обезумевшие миньоны могли сбежать именно оттуда, что было бы самым логичным вариантом. Либо же психбольница была звеном в расследовании паука, чтобы понять, откуда у нападающих на героя больных вооружение Аскорб. Но в обоих случаях получается, что схватка с гоблином могла проходить после нашего посещения Рейвенкрофт. И получается, что сюжетная линия у Гарри была более значительной, чем то, что мы получили на релизе. Из найденных концептов следует, что некоторые боссы, как минимум гоблин, имели своих миньонов, подобно тому, что мы наблюдали в измерениях, паутине теней и прочих играх от Triarch. И это дает нам подсказку при изучении следующей находки от талантливых модеров, о которых я уже сегодня рассказывал. В недрах файлов второго Amazing пользователям с ником Punisher были найдены текстуры неизвестных миньонов, которые похожи то ли на гибридов, то ли на вампиров. Были найдены две мужские модели миньонов и одна женская. Женская, к сожалению, не работает корректно, а вот найденные мужские модели ребята активировали в игре, заменив ими другие модели противников. Вот так, например, выглядит первый вырезанный миньон в действии. А таким образом выглядит в действии второй вырезанный миньон. И все же, к какой сюжетной линии могли относиться данные вырезанные миньоны? Вероятно, это могли быть остатки зараженных жителей из первой части, на что намекают функции, связанные с ними, которые содержат пометку зомби в своих названиях. В свою очередь, за ними мог охотиться Крейвен, или же они вовсе могли сражаться на его стороне. Но давайте рассмотрим и более интересную теорию, почему данные миньоны могут быть связаны с Морбиусом. Ситуация с гоблином демонстрирует, что некоторые боссы могли иметь своих миньонов. Это раз. Также в игре встречается пасхалка в новостной ленте, отсылающая нас к многострадальному вампиру. Это два. И вполне возможно, что могла быть побочная сюжетная линия, где нам, может, и не показывали Морбиуса, но мы хотя бы просто сражались с его прихвостнями, расследуя, откуда они вообще могли взяться. Но поскольку спешка точно была, это ведь игра по лицензии, то в попыхах, вероятно, могли вырезать Морбиуса или его миньонов, а текст из новостной ленты почистить или не успели, или забыли. Опять же, похожую картину мы уже наблюдали в той же паутине теней, где первоначально вместо Росомахи планировался Сорвиголова. Его в итоге вырезали, но ранний концепт с ним поместили на обложке журнала в качестве пасхального яйца. Однако об этом мы поговорим в другом видео. Продолжая тему миньонов, давайте внимательно взглянем на дебютный трейлер второго Amazing, который показали на Comic-Con в 2013. Manhattan, this is Unit 3. We've got a situation here. 10-4, Unit 3. This is Unit 5. We're in pursuit of 3 armed suspects near First Tower. 10-4, Doyle. All units be advised. Suspects apprehended. Understood. Central, we need help here. It's gonna kill us. It's gonna kill us all! Хо-хо, тут у нас комбо. Головорезы воюют с миньонами в зеленом одеянии. Все это происходит у башни Фиска, и ситуацию описывает другим полицейским наша любимая детектив Девульф. Давайте разбираться. Во-первых, солдаты в зеленой броне. Я бы сказал, что так могли выглядеть на ранних этапах солдаты из спецгруппы, но вряд ли бы им Аскорб выдавал мачете для обороны. Получается, это приспешник Гоблина. Значит, вероятно, Гарри мог также участвовать в войне банд
за контроль над Нью-Йорком. И знаете, это достаточно хитрый ход. Вот вы с Фиском создаете гвардию, снабжаете ее оружием Аскорб, но внезапно вместо солдат под броней оказываются психбольные, которые точечно устраняют определенные банды, находящиеся под влиянием Фиска. При этом им легко затеряться среди солдат гвардии. Но если внезапно народ поднимет шум, всегда можно все повесить на Амбала, подставив его и тем самым убрав из игры. Получается, роль гоблиновских миньонов точно была гораздо больше, чем просто охота на паука. Во-вторых, Девульф. Судя по всему, у детектива была гораздо более весомая роль, раз ее голос встречает нас в дебютном трейлере. Она также могла быть альтернативой Юри из Marvel Spider-Man. Ведь угадайте что? Мне, конечно же, этот трейлер напомнил самую первую миссию из игры от Insomniac. Да ты заеб... И заканчивая тему находок, давайте вернемся к комьюнити из Дискорда. Некий скриншот с паучком на фоне и подписью Альфа был найден пользователем с ником Arachnid Human Male. Я уверен, что этот задник временно использовался в меню в альфа-версии игры в качестве заглушки. И последняя находка на сегодня принадлежит пользователю с ником Natsuken. Во время подмены идентификаторов моделей костюмов в гардеробе с помощью Cheat Engine выяснилось, что в игре присутствуют костюмы из первого Amazing. Некоторые из них некорректно отображаются, но большинство функционируют без каких-либо проблем. Итак, от игроков были скрыты костюмы: негативная зона, фонд будущего, Человек-паук-гибрид, классический костюм, поврежденный костюм, новый черный костюм и некий тестовый костюм. А также, играя с Cheat Engine, можно активировать скин Питера Паркера и полетать в нем по городу. Почему игрокам не дали возможность открыть эти костюмы? Возможно, разработчики хотели их добавить в отдельном DLC, либо их вырезали, чтобы попросту не перегружать шкаф Питера Паркера. Что мы можем сказать касательно найденного контента? Во время разработки Shattered Dimensions у Binox была творческая свобода. Да, игра была сделана относительно быстро, но критического давления со стороны боссов не было. Поэтому много вырезанного контента из самого процесса разработки, на мой взгляд, ждать не стоит. А вот на ранних этапах, как мы увидели сегодня, предлагались довольно интересные идеи. И комиксный крюк у нуарного паучка, и Томбстоун в нуаре, и схватка с Мадменом, и многое другое. Говоря про первый Amazing, дела касательно вырезанного контента обстоят не так радужно. Разработчики выбрали выигрышную стратегию — перенести события игры после событий киноленты. Поэтому в целом сюжет выглядит цельным и логичным. Нет рваности и глобальных несостыковок. На ранних этапах разработки в концептах также присутствуют интересные вариации персонажей, но из самого процесса разработки тонны контента, мне кажется, ждать не стоит. Единственный открытый вопрос, на который пока что нет ответа, это последний акт. Вот здесь, мне кажется, команде могло не хватить времени, или же боссы начали их поторапливать. Куда пропал Манхэттен Террариум? Была ли это альтернативная отрицательная концовка, или же у нас имелась возможность поиграть в открытом мире, в котором царил апокалипсис? И возможно, именно в этом акте и планировали ввести сюжетку с Крейвеном, который охотился на гибридов неписей или людей-ящеров. Со вторым Amazing'ом дела для нас обстоят куда лучше. Сюжет явно кромсали, и это видно невооруженным глазом. Что случилось с Девульф? Кому принадлежали зомби-миньоны? Какова была роль Гоблина и его приспешников? И кто же изначально должен был играть роль финального босса? Да и о чем речь? Дэниел Войер-Лиссард делится в своем портфолио воспоминаниями, что он создал большую часть открытого мира за 1 год, будучи практически единственным художником, которому поручили эту задачу. Но в чем конкретно проблема второго Amazing'а, сказать крайне сложно. То ли бюджета не хватило, что художники в одиночку города отрисовывали, то ли опять Activision или Sony давили на студию, лишь бы те успели к релизу киноленты. На этом видео заканчивается, но не заканчивается контент по паучьим играм от Binox. А если вы хотите помочь в создании модов или поучаствовать в изучении и открытии внутриигровых файлов, рады приветствовать вас на сервере Binox Spider-Man Modding, о котором я неоднократно сегодня упоминал. И давайте вместе порадуем гения Карпата и Сергея Жарикова респектами в комментариях, а Спайди Санту подписочка на канал и, конечно же, колокольчиком. Всем спасибо, всем пока! С вами был Спайди Санта.